Чтобы участвовать в розыгрыше, сначала подписываемся, потом ставим лайк и делаем репост. Все просто. Теперь поясняю, зачем все это нужно. Подписаться. Если вы подпишетесь, то система вас просто-напросто посчитает, и вы будете принимать участие. Поставить лайк. Что-то должен и я получить. И сделать репост. Суть розыгрыша в чем? Заканчивается мой стрим, я смотрю, сколько у меня лайков этот стрим набрал. Смотрю, кто стал победителем, иду к нему на канал, и там ставлю то самое количество лайков. Выбирать, смотреть что-то долго не буду, поэтому верхние 10, например, если нужно поставить 10 лайков, то первые 10 постов все подряд будут от лайков. И все. После окончания стрима можете вернуться обратно на канал и отменить свою подписку. Если честно, для меня это совсем не важно, но, к сожалению, программа умеет считать только так. Поэтому посмотрели, что написано, и в этом самом порядке все так и сделал. А теперь потихоньку-полигоньку переходим к теме. А первая тема у нас идет подтверждение профиля через госуслуги. Да, теперь такое можно подтвердить свою морду лица через госуслуги или через Тинькофф ID. Тинькову я не верю ни хозяину бывшему банку, и нет у меня там счета, и поэтому попробую получить эту самую подтверждение профиля через госуслуги. Все это заняло у меня примерно минут 2-3. И все. Около моего профиля появилась такая небольшая серая, почти невидимая галочка, которая должна подтверждать окружающему миру, что я — это я, а не кто-то там выдумал. Но, к сожалению, все в нашей системе сделано так, что вот смотрите, да, мы сделали хорошую вещь, но ее никто не увидит, не узнает о ней и все остальное прочее. Почему нельзя было сделать яркий синий кружок, как у всех остальных? Зачем нужно было ставить какую-то серую невидимую галку? Почему нельзя было... Хорошо, решили поставить галочку, почему нельзя было сделать ее яркой и не приклеить на аватар, чтобы галка из двух половинок состоит, одна половинка фотографии, другая половинка на фоне, чтобы нельзя было просто взять и нарисовать фотографию с галкой. Почему вместо этой галки нельзя было поставить маленький штампик, опять же яркий? Почему нужно было ставить какую-то серую невидимую горючку? Зачем? Да, я ее поставил, она есть, но можно провести эксперимент, посмотреть, когда кто увидит, что она вдруг есть. Сдается мне, что никто никогда. Однако вот я посмотрел, в том же ВКонтакте, ленту новостей, все магазины, которые что-то продают свое, все эту галку поставили на сделали подтвержденный канал. А
вот самое интересное, что все те, кто должен был знать об этой галке по подтверждению профиля, вот они почему-то не поставили, не сделали, а будут писать анонимно. Что в свою очередь говорит о свойствах так называемых рекламных и новостных каналов. Поэтому хотите ставить, ставьте, хотите не ставить, не ставьте. Но, на мой взгляд, это какая-то ерунда, которую толком даже и не видно. Как оно? А теперь переходим к вопросам, которые мы задавали. Первым номером идет закон о защите русского госязыка. На самом деле немножко не так все называется. Просто русский язык теперь считается государственным языком Российской Федерации. И в Российской Федерации становится не принято говорить на неправильном русском языке, то есть с включением всяких разных иностранных слов. То есть захотел сфотографировать себя на телефон, ты должен сказать не селфи, а себяшечку. Увидел депутата, подошел к нему товарищ посланный. Почему посланный? Просто депутат с древнегреческого переводится как посланный. Подразумевалось, что это посланный во власть, но про власть не говорит, просто посланный. Ну, захотели товарищи быть посланными, пусть будут посланными. Неважно, мне больше интересует такой вопрос. Как все это будет контролироваться? Ну, просто. Или все опять спишут на Павликов Морозовых. Мы беспокоились о защите вашего русского языка, а вы давайте покажите нам, как вы умеете искать формы, куда надо писать онлайн-обращение по поводу нарушения того или иного товарища. К сожалению, скоро выборы, и поэтому, на мой взгляд, все вот эти госязыки, защита и прочее, это все к выборам. Напомните мне, чтобы я погуглил и уточнил, когда же конкретно будут на следующие выборы. А то я все говорю скоро-скоро, а может до них еще 5 лет. Не знаю. Следующий вопрос. Окулус смотрит за нарушением. Окулус — это разработанная российскими учеными система, которая будет мониторить различные социальные сети, интернеты, ютубы, все остальное прочее. Если где-то будет какое-то нарушение, имеется в виду нарушение российского законодательства, то этот так называемый Окулус сообщит, куда надо, что здесь нарушение. И после этого какая-нибудь посланная Мизулина выступит и скажет: вот смотрите, вот эти нехорошие люди из Телеграма никак не реагируют на наши запросы о каких-нибудь нарушениях в каких-нибудь там местах. Что, в принципе, будет, я как-то уточнил,
немного правил. Также почему-то громко и сильно различные оппозиционно настроенные блогеры начали писать про землетрясение в Турции. Причем проводили некую интересную аналогию. Вот смотрите, мэр города Турции номер 1 от какой-то там оппозиционной партии. В его городе рухнуло 0 домов. Все почему? Потому что данный товарищ поругался со всеми застройщиками, со всеми строителями, лично ходил по всем стройкам, контролировал, запрещал незаконное строительство, нарушение проектов и прочее, прочее, прочее. То есть все строили так, как должны построить. И получилось так, что во время землетрясения трясло всех одинаково, а у данного товарища ничего не рухнуло. А вот посмотрите другой турецкий город. Мэр этого города приверженец руководящей партии турецкого правительства. В его городе рухнуло 90% всех домов. Вот смотрите, как оно все. Вот он, человек у власти, при деньгах, а у него все падает. А этот оппозиционер, и он работает, стремится, то-то все, то-то все. Дальше проводятся прямые аналогии с какой-нибудь мелкой российской партией и Единой Россией. Только забывают упомянуть такое маленькое но. Мэр – определенный человек. И другой мэр тоже определенный. И ведут они себя так, потому что они так хотят себя вести, а не потому, что это прописано у них в партийных документах. Если бы первый мэр был бы не в оппозиционной партии, а в какой-нибудь правительственной, проправительственной, еще какой-нибудь другой партии, или вообще беспартийной, он вел бы себя ровно точно так же. И тот, который брал взятки, не контролировал строительство, у которого практически весь город рассыпался, даже если бы он был оппозиционером, он точно так же бы ни зачем не следил, ничего не делал. Но это было даже интересно. Как? Ну вот смотришь, там один либерально настроенный товарищ написал, второй написал, третий, пятый написал, а потом хоп, смотришь, ну думаешь, а почему ты написал? Ты же такой патриот. Начинаешь смотреть, ну, патриот, да, но не такой и уж. Ну да ладно. Также сообщаю, что Тима Кука вызвали в Конгресс США на специальные слушания для дачи показаний о сговоре правительства всяких технологичных компаний. Кроме него, туда также должны были явиться представители Амазона, Гугли, Фейсбука и еще пары-тройки подобных компаний. Американские сенаторы хотят выяснить, получали ли руководители данных компаний какие-либо распоряжения по поводу различных событий, которые надо было бы освещать так, а освещали немного по-другому. Но если честно, вот совсем неинтересная тема. Ну, сходили, дали они какие-то показания. Ну, допустим, ну, вот они сказали, да, вот какой-то представитель нынешнего президента пришел, сказал, вот это про ковид не говорить, а вот это говорить. И мы начали говорить. И что изменится?
кто-то придет и скажет, а давайте мы теперь старика Байдена спишем, отправим его на досрочное лечение, потому что он там что-то где-то кому-то не так сказал. Ну, какой-нибудь из сенаторов напишет у себя в Твиттере, вот смотрите, вот так и так. И на этом все ровно все и закончится. Не будет больше ничего. Как только кто-то наверху решит, что дед слишком часто засыпает, надо как-нибудь его либо разбудить, либо кого-нибудь чуть-чуть помоложе нанять. И сразу же его и спишут, и отправят, когда надо отправлять дедушку, бабушку. В данном возрасте, с данными признаками деменции. А пока как-то оно все именно так и происходит. Также один товарищ прислал ссылку о том, что ЧВК «Вагнер» еще одного товарища околдовали. Ну, с учетом того, что в этот день, когда он прислал, я с утра в телегу не заходил, я это не видел. А когда я зашел уже в телегу, то увидел вот такой видеоролик. Так это же... Который попал в плен. Потому что выполнял боевую задачу, заблудился. В плену себя вел как нормальный мужчина. Извиняюсь за выражение, пиздел, что не попадя, потому что была команда, если тебя берут в плен, блин, смотри, в оба, запоминай дорогу, куда шел, какая техника, где стоит. Поэтому пока он сделал в плену, разбирался подробно, вернулся из плена, принес большое количество нужной информации. Вот видите, на вопрос, убили ли его кувалдой. Каким образом вы... Пару вопросов, потому что он как бы обычный боец, который не готовый много отвечать на вопросы. А каким образом вы вернулись из плена? Об этом история умалчивает. Его, я скажу, у него задачи такой нету, его поменяли и забрали из плена. Ну, понятно, что противник не знал о том, что у него есть внутри пленка, которую он мотает. Украинцы относились жестко. Когда я попал в плен, меня избивали, можно сказать, пытали, заставляли говорить то, что они хотят от меня услышать. Вот. Поэтому то, что я там наговорил на видео, они в принципе хотели от меня это услышать. Для чего я это говорил? Для того, чтобы остаться в живых. Почему? Потому что были большие угрозы. Говорили, что могут это все видео покажут по интернету. У меня есть мать, которая могла за это переживать. Вообще чувствовалась разница в отношении к вам, как к пленному из ЧВК «Вагнер», и по отношению к другим войскам, каким-то другим пленным из, например, регулярной армии? Ну, вообще-то, в принципе, да, чувствовалось. Чувствовалось почему? Потому что, допустим, донецкие, луганские пацаны, они тоже с ними издеваются, как предателями Родины, якобы ихней, что они их предали. К нам, ЧВК «Вагнер», они тоже относятся жестко, то что как бы мы залезли на ихнюю землю. Хотя по сравнению украинцев я там в принципе не видел. По акценту, в принципе, как в лицо. В лицо они все были в масках, а по разговору, были украинцы, а так в основном слышно, что может даже и не русские. Самый страшный момент. Самый страшный момент. Это когда ты не знаешь, кастрируют тебя или нет. Это в принципе да. Когда тебе обещают что-то и стоят сзади или сбоку с чем-то. Какие угрозы звучали? Всякие разные.
что распилят, что разрежут. Это все выкинут в интернет, чтобы увидели родные, близкие, которые присутствуют. Применяли ли к вам медикаменты, там какие-то уколы, чтобы отработанное было? Нет, Вы будете дальше продолжать свою службу? в ШСР? конечно, буду. Все, Дим, давай. Иди работай. Сказать не по поводу этого видео, а по поводу информации. Перед тем, как нервничать, психовать, делать какие-то выводы и что-то тому подобное, посмотрите, что пишут другие, подождите полчасика, часик. Потому что нам сначала рассказали, смотрите, мы взяли и еще одного пленного казни. А потом раз, и он вместе с главой ЧВК выступает, и на казненного немножко не похож. И получается, все те, кто писал, что его все-таки казнили, получается, что они соврали, но они же военный корреспондент, они врать не умеют. Как-то, вот здесь небольшая нестыковочка и происходит. А происходит она ровно по одной маленькой причине, что 99% тех, кого вы называете военкорами, на самом деле к военкорам никакого отношения не имеют. И большую часть своего времени они сидят где-нибудь в Москве, Питере, Екатеринбурге, по любому другому городе, в котором, если и слышна какая-нибудь канонада, то на Новый год дети петарды во дворе взрывают. И все. А то, что этот он назвал себя кем-то, то это совсем не значит, что он этим кем-то является. Как говорят в народе, раньше говорили, без лоха и жизнь плоха. И в качестве лоха именно вы, потому что вы верите, вы скидываете на что-то хорошее, интересное, не проверяя, досталось ли это кому-то или нет. Кстати, заговорил про скинулись и вспомнил. Там вроде как-то ФСБ неделю назад обещали провести недельный субботник по поводу проверки всех этих самых сборов. Не скажу, что сборов стало меньше, но меньше стало. И куда-то пропали финки ЛГБТ. Если честно, я уже где-то неделю я их не вижу. У меня в ленте там, где 101 подписка, есть один товарищ, который не продает финки ЛГБТ, который перепродает китайские ножи, китайские дубинки, и время от времени ножи дагестанского производства. Какие-то из подшипника раскатали, какие-то выковали на самом деле. Но те, которые выковали и раскатали, они стоят такие деньги, что на них можно купить кинжалов ЛГБТ, наверное, 1001 штуку. И у меня все эти финки, кортики, ножики, дубинки, у него есть. Но он не делает какие-то массовые рекламы. Поэтому он опубликовал там 2-3 поста в неделю. Я их увидел. А больше никаких ножей нету. Кстати, осталось 5,5 минут. Быстренько подбежали, подписались, поставили лайк и сделали репост. Специально не говорю, в какой сети, должно сработать везде. Конечно, да, я согласен, лучше всего будет, если вы подпишетесь
на бусте. Не обращайте внимания на щелканье, это бот из контакта лезет. То есть, короче, вы поняли, быстренько все сделали, быстренько все получили, и всем хорошо, чудненько, ладненько, и все такое прочее. Вот и ладно. Продолжаем наш разговор. Конфликт из Челябинска получает фронтовую огласку. Речь конкретно идет вот про это самое событие, которое мы, по-моему, в прошлом. Два средних азиата устроили драку, по результату которой получили по башке от русских скинхедов. Пожаловались, и после этого начали проявляться такие данные, что данные персонажи не скинхеды, а именно среднеазиатские гости нашей необъятной родины. Это обычные гопники, которые отбирали деньги, телефоны у мелких школьников. Но так как связываться с ними никто не хотел, все молчали. Молчали, пока не нарвались на товарищей скинхедов. Ну и российская полиция, разумеется, ответила так, как нужно ответить. То есть все русские арестованы, а скинхеды, не скинхеды, они разбираться уже никто не будет. Все, записали скинхеды. И вот что ответили товарищи с фронта. Мы бойцы, защищающие Донецк, сражающиеся на фронте прямо сейчас, обеспокоены новостями, которые поступают нам из тыла, особенно из города Челябинска. Мы узнали о том, что сейчас в конфликте между школьниками, в котором, по заявлению следствия, была национальная сторона, были обвинены только русские ребята, которые дали отпор преступности и проблемам, возникшим среди них. Возможно, с их стороны также была некая вина за ними. Но тем не менее следствие решило объявить их виновными во всем, объявить их фашистами, какими-то преступниками сразу, не разбираясь. Мы, бойцы, хотим только одного. Мы хотим честного и справедливого расследования всех фактов, произошедшего в Челябинске в данный момент. Мы хотим, чтобы обе стороны были заслушаны, чтобы следствие было беспристрастным, чтобы, если подтвердятся факты преступного поведения второй группы школьников, которые сейчас составляют себя пострадавшими, они понесли заслуженное наказание, а сами обстоятельства были расследованы максимально беспристрастно и справедливо. Это все, чего мы хотим, потому что мы хотим, чтобы пока мы защищаем нашу страну на фронте, в тылу царила справедливость и правосудие. Потому что мы сейчас здесь, а не там. Именно так. А теперь давайте представим такую картину. Вот пару-тройку вот таких товарищей вернулись в Челябинск с фронта, вернулись в не вполне здоровом состоянии. Кому-то, может, руку прострелили, кому-то ногу, кого-то просто об стенку сильно стукнул. И они узнают то, что у них был, вернее, двоюродный, троюродный племянник, который на данный момент сидит, потому что его российские полицейские назначили российским скинхедом. А тот самый гопник из Средней Азии, который, к слову сказать, реально гопник, продолжает отжимать телефоны, отбирать деньги, и ничего ему за это не было, нет и не будет. То есть
Что сделает товарищ? Купит у военных корреспондентов финку ЛГБТ, пойдет и зарежет этого среднеазиатского товарища. И кто будет виноват? А виноват будет тот самый начальник полицейский, который дал команду, что вот этих трогать, а вот этих не трогать. Но это уже тонкости, мелочи, детали. Зачем они сейчас будут? И, к слову, о видосиках. Ну, во-первых, розыгрыш закончился. Как всегда, выигравших нету. Хорошо, нету, значит нет. Жалко. Ну да ладно. Пару дней у нас в интернете идет небольшой снарядный голод. Вас приветствует артиллерийское подразделение ЧВК «Вагнер». Каждый день мы выполняем сложные боевые задачи и прикрываем наши штурмовые группы. На данный момент мы полностью отрезаны от поставок боеприпасов. На данный момент острая нехватка боеприпасов для гаубиц, соответственно 152 мм Д1. Также для противотанковой пушки МТ-12 100 мм осколочно-фугасная. Для танка Т-72 125 мм осколочно-фугасная. Также для 120-го миномета 2Б-11. Мы обращаемся к нашим коллегам и друзьям из Министерства обороны. Мы уверены, что где-то на складах эти боеприпасы есть, и мы в них остро нуждаемся. Мы будем крайне признательны, если вы окажете нам содействие, поможете нам и поставите эти боеприпасы. Огромное количество людей выживет и сможет продолжить успешно участвовать в боевых действиях. И это отразится на всем ходе войны. Мы отбатрачим за вас, сделаем эту работу. Помогите нам с боеприпасами. После того, как это видео опубликовалось, господину в главе Ростеха задали вопрос, почему у этих нет снарядов. Тот сделал удивленные круглые глаза и сказал, что после начала специальной войсковой операции все производственные объемы были увеличены, и такого понятия, как снарядный голод, просто не может быть, потому что российская промышленность производит снаряды для всего. И производит их чуть больше, чем надо производить, поэтому склады заполнены. Потом спросили у господина Пригожина. И он сказал, что вот смотрите, снарядов нету, но нас там все равно не возьмут. А вот бюрократия в Министерстве обороны может поставить крест на любой хорошей и не очень хорошей задумке. Ну, примерно так. Очередное видео не стал вставлять, но да ладно. И в принципе, ну что тут сказать? А сказать тут в принципе больше и нечего. Самое интересное, что некоторые так называемые турбопатриоты окрестили это видео тем, что это нет, это не видео, это не Вагнер, это вообще украинцы стоят. Цепцон. Они его так берут и вносят такую вот разлом между Министерством обороны и частной военной компанией. Кто-то сказал, не, это на самом деле мы был там, так, почему это, почему то, зачем. Но внятного ответа нет. Идут всякие конспирологические теории, что кто-то говорит, что это по личному распоряжению Пригожина специально записали это видео, чтобы выманить украинцев, типа вот они посмотрят, ага, снарядов нету, значит будем атаковать здесь. И когда они пойдут в атаку здесь, с флангов налетит красная кавалерия, всех шашками порубят.
Кто-то еще там что-то придумывает, не знаю, как это все на самом деле. И, если честно, знать не хочу. Будем надеяться, что просто-напросто все эти снарядные и прочие голода закончатся, и все будет нормально, и все будут воевать по мере своих сил и возможностей. Кстати, появился вот такой вот небольшой вопросик. Например, когда вам говорят, что вот группой товарищей освободили от украинцев деревню Новоукраинск, без разницы, любое название, какая силовая структура первой приходит вам в голову? Вот лично мне сначала на первом месте освободили, значит, музыканты. Не музыканты, Ахмат Сила. Не Ахмат Сила? Что, неужели Министерство обороны? Я не хочу сказать, что военные из Министерства обороны не умеют воевать, не умеют еще чего-то. Умеют. Делают это вполне себе неплохо. Но как это подается, как это показывается, у них нет своего Кадырова. У них нет своего Пригожина. Поэтому они, даже если все сделают очень и очень хорошо, то найдется какой-нибудь генерал, который в данный момент находился где-нибудь далеко-далеко-далеко, но повесит себе какую-нибудь звездочку, медальку, нагрудный знак за то, что освободил эту самую, что там освободил. А после того, как очередной товарищ запишет видео, типа, а за что этот получил медаль, если он тут не участвовал, то это просто-напросто поставит крест на подобных мероприятиях, которые сделали парни из Министерства обороны. То есть обычный военный. Я не говорю про каких-то там полковников, майоров, генералов. Они не воюют. Да, он принимал участие, он служил, он воевал. Но он не воевал. Он руководил. А это, как говорили в одном старом анекдоте, две большие разницы. Ну а теперь давайте плавненько перейдем к киносериальной части. А с киносериальной части сегодня 3 сезона настоящих детективов. Помню, когда-то давно-давно первый сезон посмотрел, был в жутком восторге. Мне это все так сильно понравилось, что начал смотреть второй сезон, который оказался унылым говном. И если честно, я его даже, когда он вышел, я его, первые 2-3 серии посмотрел и забросил его, не стал досматривать. А тут на днях выяснилось, что, оказывается, там было 3 сезона, и сейчас начали снимать 4-й. Скачал уже 3 отснятых сезона, пересмотрел их. Убедился, что первый сезон это прям просто
супер сериал. Второй унылое говно. Третий унылое говно унылого говна. То есть, если второй отвратительный сезон, то третий даже второму подметки не годится. Да, в принципе, я в своей поисковой системе забил, что как только четвертый сезон выйдет, я буду его смотреть. Но, если честно, после 2 провальных сезонов у меня есть очень большое сомнение, что там будет что-то хорошее. Но смотреть обязательно нужно. Ну а по поводу первых 3 уже снятых сезонов хочется сказать. Первый сезон смотреть обязательно. Это просто мега-супер хороший сезон. Сериал. Отлично все. Прям круто, здорово и все такое прочее. Второй, третий можете начать смотреть. Если вдруг вам понравится, отпишитесь. Лично мне не понравилось. Ну а четвертый подождет. Как оно вот так. Хочется, чтобы четвертый повторил успех первого. Но кого интересует, что мне хочется. Поэтому заканчиваем сегодняшний стрим. Сегодня, наконец-то, он получился коротеньким, всего на 45 минут. Всем пока. Увидимся мы с вами. Сегодня у нас 17, значит 21 числа во вторник. Ну, собственно, и все. До вторника. Что делать, вы знаете. Можете начинать. Кстати, прямо сейчас.